Ребят, всем привет. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня хорошо слышно, если меня не перебивает музыка. Народ потихонечку подключается. Пока не очень много. Плюсики от Вячеслава вижу. Один плюсик пока. Накиньте еще хотя бы один плюсик. Все, вижу, Иван пишет, что слышно. Значит, ребят, такая ситуация сложилась. Я очень сильно прошу перед вами прощения, но в действительности я не виноват. В общем, планировал я стрим по проекту Picaster. Сегодня должна была выходить уже ОБТ-версия открытая. Бета-тестирование, то есть можно было уже играть, уже пытаться зарабатывать и так далее, но скачать приложение, к сожалению, этого проекта сейчас не представляется возможным, и я узнал, написал, не знаю, не разработчикам, а, наверное, больше сотрудникам этого проекта. Они сказали, что у них есть какие-то технические неполадки и что они сейчас работают, когда можно будет скачать приложение, неизвестно. Вот так вот они мне ответили. Это проблема, конечно, давайте, не знаю, может попробуем, сейчас получится. Нет, то есть все то же самое пока, поэтому, к сожалению, стрим по этой игре придется перенести, но чтобы как бы не отменять, раз вы уже ждали стрим, все-таки обсудим какие-то детали, какие-то NFT игры, поотвечаю на ваши вопросы, и это будет такой коротенький стрим, вот, пообщаемся. И потом, в следующий раз, когда я смогу уже скачать приложение, я просто хотел вот прям в первый день залететь сюда, посмотреть, что там можно, потому что маркетинг у проекта неплохой, но вот эти вот проблемы технические, конечно, они немножко отталкивают и имеют такую негативную сторону. Так, я вижу, ребят, плюсики от вас. Спасибо большое, что поставили их. Поставьте, пожалуйста, лайк. Людей, я не думаю, что будет очень много, потому что середина недели, грубо говоря, люди еще работают, и поэтому пообщаемся, просто обсудим, что вам интересно. Давайте, наверное, начнем как раз, так, я думаю, это можно закрыть, наверное. Как раз начнем с Пикастера, расскажу свое небольшое мнение по поводу него и вообще, что я ожидаю от него. Значит, как вы могли уже понять, давайте, наверное, я не знаю, надеюсь, вам музыку не слышно, потому что здесь на сайте обычно у него музыка прям фигачит очень сильно, раздражает даже немного. В общем, что из себя представляет эта игра? По факту это клон Axie Infinity, только вот со своими, да, героями, пикастерами. Сайт сделан неплохо, посмотрите, мне очень понравилась начальная страничка вот с этим пузырем. Нажимаем, красивая анимация. Все вроде здорово, но тут это та игра, понимаете, в которой нельзя сказать, вот что будет, пока ты ее не пощупаешь, пока ты не поймешь, как много людей играет в нее, как многим людям она будет нравиться и так далее. Поэтому именно хотел сегодня зайти в числе первых русскоязычных стримеров, показать вам эту игру, но вот пока, к сожалению, не получается. В принципе, особо рассказывать здесь нечего. Если вы знаете, что такое Axie Infinity, то это практически полный клон его. Я не уверен, что игра Picaster проживет полный цикл, такой же, как и Axie Infinity, да, то есть то, что прям так долго они там поднимались, потом долго падают, с этими коррекциями всеми по токену. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что заработать здесь какие-то деньги можно будет, но для этого нужно пощупать игру, посмотреть, как здесь все реализовано. Может быть, я скачаю приложение и увижу, что это какой-то хлам, в который не стоит играть, а может быть, мне понравится. Мне еще очень сильно привлекает то, что здесь есть приложение на Android, и опять же, с телефоном можно будет во все это дело играть. Очень мне нравится тенденция, что наконец-таки мы пришли к тому, что большинство серьезных NFT проектов делает приложение отдельно под мобильное устройство, и это, конечно, на самом деле очень-очень хорошо, потому что если мы вспомним времена ПВУ, когда нам приходилось скачивать MetaMask на телефон, каким-то там образом через браузер MetaMask подключаться к ПВУ, там еще у нас очереди были, в общем, было очень много проблем, синхронизация MetaMask'ов, и с браузера играть, понятное дело, не очень удобно, а тут просто скачал APK-файл, и все открывается, все под размер экрана, все оптимизировано, все здорово, и меня это радует. По поводу партнеров можете посмотреть сами, что здесь, да, KuCoin у нас здесь, собственно, на это делают очень большую ставку многие ребята из вообще сообщества NFT, да, и я бы не стал
говорить, что это прям панацея, которая поможет этому проекту, это да, однозначно неплохой плюс. Я уже говорил вам об этом на стриме, что очень здорово, что такая серьезная биржа поддерживает NFT проекты, но это не означает, что 100% он там стрельнет, что вы заработаете здесь миллионы и так далее. Собственно, это, наверное, все, что можно сейчас сказать. Здесь сейчас Marketplace даже недоступен, но там средняя цена пикастеров, вот когда я заходил, когда Marketplace был доступен, в среднем там где-то $100, да, то есть нам понадобится минимум 3 пикастера для того, чтобы начать играть, и вообще можно будет 5 пикастеров взять в бой, насколько я знаю. По белой бумаге, по крайней мере, написано так. Вот, конечно же, рекомендую всем заходить по 5. Вообще не буду рекомендовать. Ничего пока не рекомендую, пока сам не посмотрю. Ничего даже говорить на этот счет не буду. Дальше, что у нас? Диггерсы. Да? Диггерсы у нас пока очень хорошо идут. Те, кто смотрел мое видео в телеграм-канале, закрытое видео, в котором я говорил, как должны развиваться фарм-проекты, мы сейчас видим ровно такую картину. Вот прям то, что я нарисовал, то, что я вам рассказал, мы видим прям то же самое. То есть я говорил, что должна быть классическая горочка, после чего мы должны идти в боковик. Но тут ситуация уже даже немножко, скажем так, поменялась. Тут не то, что боковик, да, тут мы почти подобрались к изначальным хаям этого проекта, да, это немножко не то, что я ожидал увидеть, я все-таки ожидал, что здесь будет боковик вот в таких вот значениях, и он будет там идти дальше, да, вот это было бы нормально. Вот с хаев, чем плох новый хай, он, конечно, хорош для ребят, которые зашли, допустим, вот где-то здесь, да, почему не рисуют? Где-то здесь зашли или зашли здесь, они смогли вот это вот все захватить, да. Но проблема в том, что новый хай для новичков, они думают, все, они впадают в эйфорию, думают, все, игра сейчас снова пойдет еще выше, входят здесь, потом мы спускаемся в боковик, и у них окуп увеличивается. Это не касается тех ребят, которые зашли в начале, потому что мы захватили всю фазу роста, мы фармили здесь, и сейчас мы снова хай фармим. Я думаю, что большинство из вас уже окупилось, не знаю. Я надеюсь на это. Но вот этот новый хай больно будет падать, снова спускаться в боковик. И вот это вот ожидание, что а вдруг боковик не настанет, вдруг пойдет глобальный слив, это, конечно, пугает. Лучше сразу выходить в боковик, и все нормально. Но ситуация все равно смотрится очень неплохо. У меня сейчас 484 вакса на основном аккаунте, и на втором аккаунте еще 43 вакса, да, это получается где-то 515 в среднем ваксов в день я получаю сейчас, 515 ваксов. Несмотря на то, что курс вакса немножко подрос, все равно он очень мало, ну, по деньгам, да, в долларах. Тем не менее, 65,6 долларов в день мне капает на пассиве. Напомню, что бот под этот проект уже есть. Если он вам будет нужен, пишите мне в личку, я даю вам контакты человека, который этого бота делает, дает и его поддержку осуществляет. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк. Сейчас я гляну, сколько нас на стриме. 141. Что-то много. Я думал, что будет меньше сотни сегодня. Середина недели все-таки. И время еще такое, что еще даже с работы не все приехали. Но я надеюсь, в записи этот стрим ребята глянут. И что будет интересно, узнают. Гео, привет, мы тебя любим. Спасибо большое, Импела, я тоже вас очень люблю. Пикастер сегодня не запустят. У них траблы с наплывом людей. Я знаю, вот это проблема, понимаешь? Это проблема, это уже... блин, ну вы серьезный проект. Ну, позаботьтесь, у вас есть точно дата, когда вы должны запуститься. Но в чем проблема? Подготовиться. У вас была неделя целая, к которой можно было готовиться, конечно. Это не очень. Что-то у всех блогеров эта игрушка накануне. Ну смотри, это же хорошо, что у всех блогеров... Ну, во-первых, я не знаю, я за блогерами NFT сферы особо не слежу, не могу это как-то подтвердить или опровергнуть. Но это хорошо. Это хороший маркетинг, это заинтересованность и со стороны блогеров, и со стороны публики. Это поддержка серьезной биржи KuCoin. Да? Если ты посмотришь KuCoin, то она, по-моему, входит в топ-5, может быть, там в топ-3 даже топовых бирж, топовых криптобирж вообще в мире. То есть это очень серьезная поддержка, и многие ребята делают на эту ставку. Я считаю, что ошибочно. Еще раз повторюсь, я считаю, что это отличный плюс, что биржа, хорошая биржа поддерживает этот проект, но это не панацея. Это не означает, что все, мы летим, на всю котлету сюда заходим. Нет, нужно смотреть, подходить с холодной головой, и тогда уже принимать какие-то
финансовые риски на себя для того, чтобы попытаться заработать. Привет, хорошего стрима. Надеюсь, ты не мошенник CloudGeo. Мошенник Cloud, я не знаю, это какой-то прикол, наверное. Что-то у всех так, это что по диггерсам сказал, сколько стоимость входа. Ну смотри, я сказал, средняя стоимость NFT в Пикастере будет где-то $100. Ну, по крайней мере, была вот до того момента, как Marketplace перестал работать. Ну, вот от этой суммы как бы отталкивайся, да, тебе минимум нужно будет 3 Пикастера, то есть, если они будут стоить там по минималке, допустим, $85, да, ну вот 85 умножь на 3, получишь минимальную сумму входа. Возможно, я, кстати, делал пост в телеге еще, там можно было поучаствовать и получить бесплатного временного Пикастера, он, по-моему, до июля у вас был бы, то есть вам его скидывают, и до июля вы можете им играть, и я думаю, что есть некоторые ребята, у которых есть временные Пикастеры, и вот на этих временных Пикастерах, я думаю, можно будет как-то раскрутиться, и особо даже, ну, если вы там выиграли или в Дискорде участвовали, какую-то активность проявляли, и вам их подарили, то с них можно будет раскрутиться особо без вложений. Да, это будет медленнее, да, они будут слабее, чем платные Пикастеры, потому что если мы зайдем, мы увидим с вами, что там они очень сильно отличаются по редкости. Это написано было в белой бумаге, и если вы, ну вот, превью к стриму, к этому стриму я скидывал, и там были Пикастеры нарисованы. Вот там вот можно заметить, что у одного Пикастера там на голове вырос еще другой Пикастер, там у другого какие-то уши крутые, у третьего там еще что-то. То есть вот они отличаются вот этими атрибутами, и визуально их можно отличать друг от друга. Если вы посещали Marketplace, так... Если вы посещали Marketplace Пикастера, то вы могли уже это наблюдать. Так, вот, NFT Пикастера, да. То есть, вот, смотрите, видите, вот эти атрибуты. У кого, то есть, сам Пикастер может быть вот такой вот один, да, но атрибуты вот эти вот будут определять его редкость. Чем круче атрибут, чем реже этот атрибут, тем этот Пикастер, соответственно, будет дороже, круче. По поводу Пикастеров, у нас будет здесь 6 классов, да, это трава, жук, вода, молния, огонь и бой, как переводит мне Google переводчик. По принципу камень-ножницы бумага зацикленного, да, только с 6 этими стихиями, можно так сказать. Собственно, и там у них свои характеристики есть, да, мы можем смотреть, 4 атрибута будет. В общем, будем разбираться во всем этом, как будет возможность. Я не знаю, может быть, прямо во время стрима сейчас появится возможность скачать, но я очень сомневаюсь, что это случится. Я думаю, что сегодня до вечера, скорее всего, ничего не поменяется, и скачать будет это все дело нельзя. Но если вы скачивали приложение на закрытый бета-тест себе на телефон на Android, APK файлом, то вы можете сейчас его просто обновить, и у вас игра запустится. Насколько я знаю, мне так сказали. Поэтому, если кто-то скачивал, можете уже заходить, уже пробовать. В комментарии можете писать вот к этому стриму там ваши впечатления. Я потом сам обязательно зайду, попробую и расскажу. Я хочу сделать стрим такой, чтобы... Не так, что вот я зашел и начал играть, а что прямо я на стриме открыл яйца этих Пикастеров, посмотрел, что мне выпадет, чтобы вы видели, что, опять же, это рандом, что сам буду удивляться, там, если что-то хорошее выпадет или что-то плохое, и будем уже прямо на стриме разбираться поэтапно, вот примерно как мы пытались разобраться в Эре 7. С одним пока нельзя заходить, нет, с одним, по-моему, заходить нельзя, минимум там на бой нужно будет 3 Пикастера. Возможно, знаешь как, возможно, можно будет с одним зайти, но вероятность победы будет очень маленькая, там, не знаю, 5%, то есть это будет бессмысленно, ты будешь просто тратить энергию, и это не будет иметь, ну вот, просто бессмысленно, короче. Не пугает, что это копия акции и копия тематики покемонов одновременно. Да, разумеется, но стоит помнить о том, что хорошие качественные клоны, они тоже имеют место быть, да, если мы возьмем тот же Step-In, понятное дело, что никто не превзойдет, никакой клон Step-In не превзойдет оригинал. Вот как бы вы этого не хотели, не будет такого хайпа на какой-то клон Step-In. Ну вот не будет. Но отрицать то, что есть хорошие клоны Step-In, на которых можно зарабатывать, которые будут жить какой-то промежуток времени и которые для заработка подходят, ну, нельзя. Поэтому тут то же самое. Понятное дело, что они никак не превзойдут Axie Infinity, возможно, даже
наполовину к тому, что добились Арктики, не приблизятся, но это не будет исключать того факта, что они будут жить какое-то время, и что на этом проекте можно будет заработать, и я хочу этим воспользоваться и показать это вам, чтобы вы могли оценить, стоит сюда заходить или нет, уже исходя по моему примеру, да, то есть я зайду, посмотрю, скажу свое мнение, и вы сами сможете как-то подумать и решить, нравится вам или нет, хотите ли вы сюда вкладывать деньги или нет, и так далее. Поэтому, да. Еще играешь в RS7? Да, ребят, я играю в RS7. Вообще, знаете, было обидно, написано один комментарий под стримом, под видео по RS7 было написано, что якобы вот, Гео, ты там что-то... Я же сказал, что я купил NFT, они говорят, у тебя даже героя нету. В смысле нету героя? Так, это вот, ну вот к вопросу, играю я или нет. Вот я зашел, и у меня здесь уже прошлый бой открыт. Я сразу сдамся. То есть, как это нет героя? Я же вам показал, что у меня есть герой. Я показал, что это обычная коммонка. Я сегодня делал суммон героев. То есть, ну блин, люди иногда пишут какой-то вот просто бред. Реально бред пишут. У тебя нету героя. Я на видео показал, что, ребят, говорю, вот у меня герой, самый обычный, самый дешевый, коммонка, показал, как призываю карточки, NFT. Человек пишет, у тебя нету героя. Короче, не хочу это даже обсуждать. Ты классный блогер, ведущий, побольше подписчиков тебе. Спасибо большое про NFT Game. Спасибо большое, очень приятно. Привет, Ярик. Гео, подойдет ли Pixar для новичков как самая первая игра для входа в эту сферу? Читать и анализ проводить, конечно же, буду. Спасибо тебе за твою деятельность. Привет, Рорпо. Привет, слушай, сложно очень сказать. Вот смотри, я бы рекомендовал однозначно для новичков какие-то NFT-проекты в долгосрок. Это может быть RS7, это может быть Splinterlands, это может быть, я не знаю, что у нас еще в долгосрок. Ну вот Picastre я не могу пока тебе рекомендовать, потому что я сам его еще не щупал, и я не видел, как он сделан изнутри. Снаружи, да, я посмотрел, как там Marketplace выглядит, да, там какие стихии и так далее, но в саму игру я еще не играл и не знаю, какой у нее потенциал для заработка, какой у нее потенциал для того, чтобы эта игра долго жила и так далее. Поэтому сейчас я сказать как-то это не могу, но когда я затестирую, я уже смогу сформировать свое мнение и этим мнением поделиться с вами. Это будет, скорее всего, прямо на стриме, когда я постримлю Picastre, возможно, потом еще отдельно запишу про него видео. Для новичков однозначно могу рекомендовать не завышать свои риски, то есть не нужно заходить в фармилки, если вы новичок, ну не нужно, подождите, не спешите с этим, вы всегда успеете зайти, будет куча других фармилок, которые будут выходить постоянно, тем более мы сейчас находимся в такой фазе рынка, что особо качественных проектов не выходит, поэтому вероятность того, что вы потеряете свои деньги в каком-то более рисковом проекте, намного больше, поэтому не бегите с двух ног, вот там в диггерсы те же, да, тем более с такой точкой входа. Посмотрите вот что-нибудь такое, что в долгосрок, куда можно внести какую-то энную сумму денег и со 100% вероятностью ее отбить. Да, это будет занимать у вас какое-то время, возможно, долгое время, но тем не менее вы всегда сможете отбить. Не будет такого, что вы потеряете там эти деньги. Вы всегда сможете их вернуть. Вот в таких играх в долгосрок, повторюсь, это RS7, Splinterlands. Посмотрите, вообще у меня видео на канале есть, антикризисные игры, по-моему, называется. Вот там я рекомендовал проекты, в которых вот можно как бы с небольших сумм заходить и не бояться того, что эти деньги будут вами утеряны, потому что вероятность того, что вы их вернете и даже сверху что-то сможете заработать, достаточно большая. Вот такой вот совет. Привет, что думаешь по поводу степин? Ну, слушай, я уже, я не знаю, месяца полтора назад, наверное, ребята, может быть, в чате поправят, когда я записывал голосовое сообщение в свой телеграм-канал, в котором говорил не заходить в степин, потому что уже было поздно. Как бы это тот проект, в который нужно было вовремя зайти, поймать вот эту выгодную точку входа для того, чтобы уже спокойно сидеть и фармить, да. Сейчас ситуация не та. Сейчас проект уже потихонечку начинает сливаться, и я это замечал и прогнозировал еще это месяц-полтора назад, я не знаю, не помню, когда эту голосовуху я записывал, если честно. Но те, кто следят за моим телеграм-каналом, я точно знаю, что там... Короче, у этой голосовухи много было открытий, много людей прослушало и много лайков было, потому что, ну, по поводу степына тогда все хотели получить какую-то информацию. И я записал свое мнение и сказал, что лично я заходить не буду. Если вы хотите какой-то такой проект, ищите какие-то клоны. Клоны и аналоги, потому что в них точка входа будет намного выгоднее, нежели в степин. Так, ну вот мне сейчас написали, что игра Picastre.
доступна для скачивания. Я не знаю, наверное, сейчас уже я стримить ее не буду. Не буду, потому что уже все, и превью поменял, и описание ролика поменял. Посмотрим сейчас, скачается она или нет. Если скачается, я тогда проведу стрим по ней завтра. Ребят, завтра тогда мы с вами созвонимся, заварим чайка, хотя не знаю, чаек сейчас жарко пить. У меня вообще, ребят, у меня жара, я не знаю, у меня вот смотрите, 4 числа будет 33 градуса, это, наверное, в тени даже. Я вообще сегодня по улице шел, я чуть не умер, просто реально. Невыносимо. Вот сижу сейчас под кондиционером и даже с кондером жарко. Ну да, действительно, скачалась она, но стримить сегодня уже не буду. Завтра давайте тогда, я не знаю, во сколько? Во сколько вам удобно? Хотите в 7, хотите в 8. Я запущу стрим, и мы прямо на стриме будем разбираться в этом проекте. Специально не буду открывать какие-то NFT, чтобы это все сделать на стриме, и вот чтобы было именно первое впечатление. Там вроде всем раздавали бесплатных пикастеров на месяц, нет разве? Ну вот, тем более, раздавали бесплатных пикастеров на месяц, пожалуйста. Спасибо от души, да, без проблем вообще. Где смотреть токены игр, которые планируется листиться? Слушай, токены игры нужно смотреть. Сначала тебе нужно найти саму игру, которая тебя интересует. Заходишь, допустим, на playtoearn.net, blockchain games, да, смотришь, допустим, заходишь в трендовые или там, я не знаю, по рейтингу смотришь, да, выбираешь тут игру какая тебе интересна. Вот ты берешь, открываешь, каждую смотришь, анализируешь, читаешь токеномику, читаешь белую бумагу, смотришь, если тебя она интересует, смотришь, как называется токен, и смотришь, где они планируются листиться. Обычно они дают либо контракт токена своего, который можно ввести, допустим, на Пукоине. Заходишь на Пукоин, сюда вставляешь контракт этого токена, ты можешь посмотреть примерно цену его. И даже здесь можешь купить, продать его. Либо смотришь, на какой бирже они планируются листиться, там они обычно пишут, что обычно первым этапом, если мы говорим про игры на Binance Smart Chain, они пытаются залиститься на PancakeSwap, а потом они уже листятся на каких-то биржах, которые имеют репутацию, но листинг не очень дорого стоит. Допустим, gate.io, там, я не знаю, еще какая-нибудь биржа. Если это VAX, то это, только Alcor. Только Alcor, другого тут не дано, скажем так. Вот. Опять же, нужно смотреть в зависимости от блокчейна. Если это Polygon или эфир, то, разумеется, это может быть все что угодно. Но именно алгоритм нахождения токена проекта такой. Заходишь в игру, изучаешь ее, заходишь в белую бумагу, смотришь либо контракт, либо смотришь, там прям в белой бумаге обычно написано, где они планируются листиться. Или в дорожной карте тоже можешь посмотреть. Это тоже обычно написано. А Sunflower не может быть в долгосрок. Sunflower может быть в долгосрок, но, опять же, я много раз об этом говорил, это не тот тип игр, в которых я захожу. Мне нужны игры с токенами. Вот я себя нашел в том, что я, допустим, могу как-то с определенной вероятностью, с большей вероятностью прогнозировать исход той или иной игры, когда торговля и заработок осуществляется на ее токенах. Но у меня возникает сложности с анализом проектов, в которых нужно зарабатывать именно на продаже NFT. Вот. Надеюсь, сформулировал так, что вы поняли. Поэтому я вот, допустим, Sunflower Land я не захожу, потому что там сейчас доход в основном. В основном он идет от продажи NFT, которые вы получили. Мне такое не подходит. Я не могу построить свою стратегию. Я всегда строю под каждый проект, у меня есть стратегия. Я точно знаю точку входа, я знаю, что я буду делать, если токен поднимется, если он упадет, если цена на NFT упадет. У меня все уже это заготовлено. Я когда захожу в проект, у меня потом нету сложных решений. Я точно знаю, что мне делать в том или ином исходе. Поэтому в такие проекты я захожу, я не боюсь этого. Я могу зайти на большую сумму денег, потому что я знаю, что чего я буду ожидать, сколько я могу потерять, сколько могу заработать и так далее. А вот в проектах, где нужно продавать NFT, и это основной заработок, вот там со стратегией у меня возникают проблемы, поэтому я просто решил, что не буду лезть туда, в чем я не очень хорошо разбираюсь, буду зарабатывать на том, что у меня получается. Не изучал такой проект, как MetaShooter? Нет, не изучал. В гномов заходил? Не заходил, но, руки на самом деле чешутся. Точка входа сейчас не очень хорошая. Уже, немножко они хайпанули. Руки чешутся. Но, опять же, если мы возьмем бомберов, да, то есть в бомберов, вот
зайдите сейчас, вот не поленитесь, найдите мое самое первое видео про бомб крипто. Вот просто зайдите и почитайте комментарии, где каждый пишет, что это скам. Вот каждый второй заходит мне в комментарий, пишет: Гео, это скам, что ты нас загоняешь в скам, что ты там нам советуешь, сам теряешь деньги. Короче, вот все вот это вот мне пишут. Это когда токен находится в коррекции, в отличной точке входа. И посмотрите потом, вот дату видео посмотрите, и посмотрите, что случилось с проектом после того, как я выпустил это видео. Он хайпанул еще в 3-4 раза больше. Куча людей, кто послушал меня, заработали большие деньги. Я сам заработал там большие деньги, и все было супер. И что потом писали те люди в других уже видео по бомб крипто, которые изначально писали, что я там рекламирую скам или еще что-то. Да, еще, кстати, 90% писали, что мне бомберы скинули там каких-то героев. Хотя это не так. Никогда в жизни не общался с разработчиками бомберов. Там ситуация какая была? Если мы откроем токен, то мы увидим, что сначала вот тут вот, как только проект появился, образовались хаи, и потом он начал корректироваться. И вот где-то вот здесь вот, на вот этом этапе я зашел. И токен еще немножко пролился, все писали: Гео, все, это скам, это скам. Я говорю, ну... Если это скам, не заходите. И потом вот такой вот рост пошел до $8. Я помню сам, что я по $8 выводил токены, которые у меня были нафармлены еще вот где-то вот здесь вот. То есть я, очень хорошие деньги там сделал. Мне еще с героями повезло. И также всю фазу падения я тоже захватил, фармил, выводил. Сейчас у меня, не знаю, может быть даже продались герои. Надо глянуть. Бомб. Господи, как называл? Мне столько монет в MetaMask, надо поудалять лишние. Нет, не продались они, видимо. Может быть, их клеймить там надо. Но биткоины мне не пришли. Скорее всего, там их клеймить нужно, но сомневаюсь, что они там продались. Поэтому тут точку входа хорошую найти. И, в принципе, заходить можно. Поэтому по поводу гномов я еще... думаю на этот счет. И, кстати, ребят, если вы заходите в гномов, то бот под гномов уже есть. Опять же, можете писать в личку, дам контакты человека, чтобы вы не тыкали там, вот не занимались всей этой ерундой, поставили, и все будет на полном пассиве. Привет, что думаешь об Иммерсис? Пару слов, плиз. По поводу Иммерсис у меня есть видео на канале. Я первый, по-моему, русскоязычный блогер, кто записал видео про этот проект. Неплохая задумка, но, понимаешь, там у меня даже NFT есть этого проекта, если я не ошибаюсь. Я даже разыгрывал эти NFT, вот эти вот, как его, инструменты. Кстати, они в цене, по-моему, нет, они просели. Да, они просели. Я просто помню, что они стоили намного дороже, когда я записывал видос. Но сейчас они просели. Сама задумка очень интересная. Метавселенные на Ваксе меня очень привлекают. Я думаю, что Вакс вообще, если мы возьмем ту же сеть Binance Smart Chain или сеть Эфира, то Вакс по сравнению с ними он самый экологичный. А так как сейчас Запад помешан на экологии вот в сфере блокчейна, то рано или поздно внимание на Вакс будет обращено, я считаю, и люди будут сюда заходить. Именно по этой причине у меня в портфеле больше 100 тысяч ваксов лежат, и я их еще не фиксирую. Опять же, об этом записывал видео в своем телеграм-канале, рассказывал, по каким примерно суммам я планирую их фиксировать. Вот, и метавселенные на этом фоне на блокчейне VAX выглядят очень неплохо. Вопрос Иммерсис в том, что очень маленькая команда разработчиков у них, и они очень медленно развиваются, и маркетинга как такового у них нету. Но мне нравится сама задумка, что очень сложно сделать бота под этот проект, и тут нужно будет делать все ручками. То есть, если вы посмотрите видео, обязательно посмотрите видео по поводу этого проекта, называется «Метавселенная на VAX». У меня на канале оно есть. Сейчас, может быть, даже найду вам его. Вот, посмотрите, там я показал и геймплей, и рассказал, ну вот, все на свете, и розыгрыш для вас провел, там я ребятам скидывал инструменты в этой метавселенной, то есть вы могли, если там поучаствовали в розыгрыше, победили, то абсолютно бесплатно могли зайти в этот проект. И там, кстати, в какое-то время вообще можно было всем заходить и участвовать. Я тоже об этом писал в телеге. Вот, найти бы ее, блин. Я уже не помню, как она называется. Так. Новости NFT игр. Нет, это было после ПВУ уже. Блин, а как ее найти-то? Вот. Проблема в том, что я сам своих видео не могу разобраться.
Так, а если написать Immersive Cloud Geo? Вот она, да. Можно так, короче, пишите Immersive Cloud Geo, и тут я показал, ну вот прям все. Показал, то есть вообще идея очень классная на самом деле. Мне нравится. Но вот было бы у них побольше разработчиков, да, чтобы они это все дело более быстро, скажем так, продвигали, было бы тогда вообще супер. Но проблема в том, что маркетинга нет. То есть у них сейчас нету цели такой, чтобы вот они сейчас там какие-то деньги зарабатывали или какие-то деньги давали своим пользователям. По той причине, что они просто еще находятся в стадии разработки. Как только они перейдут какую-то стадию и начнут заниматься маркетингом, я думаю, сюда народ может пойти, и по этой причине держу и ресурсы в этом проекте, которые вот я, допустим, во время съемки этого видео нафармил, и инструменты тоже держу, потому что они, во-первых, могут подняться в цене, а во-вторых, могут быть ценные для того, чтобы просто собирать ресурсы и продавать их в будущем. Вот такие мысли. Ева, спасибо за информацию, ты топ. Тебе спасибо про NFT, я рад, что могу вам чем-то помочь, ребят. Привет, Гео, спасибо за твою работу. Есть мысли по Супернова? Слушай, нет, ничего не скажу, поэтому, ну вот, извиняюсь вообще. Если честно, что-то вот Супернова я слышал. Если ты более подробно расскажешь, что это за проект вообще, может быть, вспомнишь, что это такое. А так, по памяти даже не вспомню. Сейчас вообще очень много работаю, ребят. Я вот перед стримом еще и уснул. Рано встаю, поздно ложусь. Увидел перспективу неплохого заработка сейчас, и вот работаю над ее реализацией, очень замотивирован и хочу сделать то, что запланировал, поэтому очень много работаю, и видео снимать нужно, и вот стримы проводить, поэтому некоторые проекты из головы уже выпадают. Гео, подскажи, что думаешь по проектам Mirandus, Bintime? Спасибо, Mirandus. Слушай, у меня вот, вспомнить бы какой стрим по поводу Mirandus'а. Вообще отдельный стрим у меня был. Практически половина стрима была посвящен, вот если найдешь, там информация будет, вот никак не поменялась. А по поводу вот в Bintime даже не слышал. Это, по-моему, вот Big Time, может быть, ты хотел сказать, а не Bintime. Вот этот Big Time. Я так понимаю, ты про него имеешь в виду. РПГшка вот эта вот. Давайте, кстати, глянем, что здесь. Я не смотрел этот трейлер. Ну тут ничего интересного. На скриншотах, в принципе, все то же самое. Все то же самое. Вот, по поводу Мирандуса. Поищи стрим. Вот, честно, я даже не знаю, как его найти, потому что там в названии стрима не было там то, что я буду как-то в этом во всем разбираться. Но вот такие вот проекты RPG-шные, что мне это напоминает все? Во-первых, они выходят... как бы сказать, выразиться правильно, они очень долго создаются и выходят в той стадии, на которой еще обычно заработать нельзя. Вот из таких RPG, в которых можно было реально неплохо заработать, это было интересно с точки зрения геймплея, я могу назвать только Мир 4. Вот больше RPG-шек, MMORPG-шек я не видел, вот, таких, чтобы было интересно играть и можно было зарабатывать реально какие-то деньги. Не просто там пару центов, да, а ну, хотя бы, я не знаю, там 300, 400, 500 долларов. Это, ну, я считаю, нормальные деньги, если вы просто играете в игру. Что у нас, как называется... Господи, на прошлом стриме меня как раз спрашивали. Короче, тоже есть игра... Господи, как же она называется? Вот на языке крутится, не могу вспомнить. Тоже MMORPG, там в стиле таком мультяшном, немножко даже анимешном. Знаете, я сейчас могу посмотреть как. Я точно знаю, что Андрюха. Я знаю точно, что Андрюха снимал видео про этот проект, а я рассказывал про него на своем стриме. Вот. Андрюха снимал про него. Мне хотя бы просто название вспомнить. Вот, Chain Monster. Вот у Андрюхи можете зайти посмотреть. Вот эта игра тоже очень долго уже делается. Блин, она начиналась делаться еще в режиме 2D. Вообще, то есть не было даже... Вот этого геймплея не было. Это просто была 2D игра. Поэтому... так, это... Нет, не Chain Monster. Перепутал, прошу прощения. По-другому. Это не та немножко игра, по-моему. Или та. Сейчас я скажу вам.
Да, по-моему, Chain Monster. Просто вот столько их сейчас. Ну ладно. Тоже долго очень создавалось. И я еще хотел в альфу записаться, чтобы поиграть. Но нифига меня не пустили. Сказали, жди беты, тогда можно будет. Они очень долго создаются. И вот это вот большая проблема. Вроде как интересно играть, но про нее все начинают забывать. Кстати, кто любит ламповые MMORPG, вот я давно наблюдал за одной игрой. Это не на блокчейне игра, ребят. Так, а почему я не могу? Понятно, альфа закончилась. Вот буквально вчера играл, или позавчера. Короче, Mad World, очень классная игрушка, просто MMORPG, браузерная и на телефон. Есть не блокчейн, просто для удовольствия. Посмотрите видосы. Я думаю, любителям MMORPG она зайдет. Мне очень зашла, мне очень понравилось, я прям залип в нее. ПВУ закончилось. Как так получилось, что после ПВУ на их собственный сетифак ничего не взлетело? Да я бы не сказал, что ничего не взлетело, они перешли в другой формат игр. Они поняли, на тот момент фарм-проекты только зарождались, и проект ПВУ был один из первопроходцев этого жанра как такового, то есть, не было вот фарм-проектов, чтобы ты заходишь, там какую-то рутинную работу делаешь и за это получаешь награду. Они были первопроходцами, я так понимаю, что они просто поняли, что этот формат не может долго жить, рано или поздно он умирает, и как бы все, они теряют свою аудиторию, поэтому они просто перешли в формат соревновательных игр. Это те игры, которые живут очень-очень долго. Вот, кстати, к вопросу о заработке для новичков, тоже можно рекомендовать тот же ПВУ в соревновательном режиме, да, то есть вот именно ПВП, ПВЕ, то есть когда на вас идут зомби и вы своими растениями бьете их, то есть это все нормально работает. Единственное, что новичку очень сложно будет разобраться в их блокчейне, потому что вот даже я, если честно, там бывает захожу, я плаваю, они там то интерфейс обновят, то какую-то кнопку перенесут, и вот эти все подключения, перенос токенов, подключение MetaMask для новичка будет тяжеловато. Вот, но как сам проект по долговечности его рекомендовать можно, если именно в него играть, то там деньги отбиваются, 100% отбиваются. Нина Кунин называется игра. Не знаю, тоже рофл, наверное. Хз, я на ПВУ версии ПВП зарабатываю, не соглашусь, что умер, только ПВЕ версии. Ну вот, о чем я и говорю, Артем говорит, да. Я тоже соглашусь, что это все игры в долгосрок. Эра 7, Splinterlands, ПВУ в соревновательном режиме — это игры в долгосрок, в которые я рекомендую идти новичкам, если вы пришли в сферу NFT, там, Play to Earn, GameFi, да, то есть вот туда идите. Если вы хотите, естественно, заработать там много, но вот сразу не получится, вам придется и тратить время для того, чтобы играть и разбираться, но вы там точно не потеряете. Вернее, если вы будете играть, вы 100% вернете свои деньги, а дальше сможете зарабатывать. В более рисковые проекты я рекомендую заходить ребятам, которые уже находятся в этой сфере и что-то здесь понимают. Да, вот тот же Diggers World, там Crypto Farm, Farmers World, которые выходили. Вот все эти фармилки, они требуют от вас, скажем так, опыта, потому что вы должны вовремя зайти, вовремя выйти, знать какую-то стратегию, рассчитать, что выгодно покупать, что выгодно продавать, на каких уровнях токена это все выгодно делать. То есть тут нужен опыт, и тут риски есть, и они намного больше, чем вот в этих долгосрочных играх. Что ты думаешь про Arcade NFT? Слушай, я очень люблю Arcade как именно игру саму. Я большой поклонник жанра MMORPG. Я играл во все MMORPG, которые вам только в голову могут прийти сейчас и на ум. Во все играл. Вот какую не назовете, я играл. Вот. Вот этих вот умников по поводу Куни мы нафиг пошлем. Так вот сделаем, чтобы знали. Вот. Очень большой поклонник. И я не уверен, что Arcade, понимаешь, в Arcade играли даже тогда, когда в ней не было NFT и не было блокчейна. В нее играли просто потому, что это была классная игра, которая в какой-то момент была просто угроблена донатом, и можно было играть только там на европейских серверах, да, нормально. Вот. И то, что вводят NFT, для тех игроков, которые любят эту игру, это ничего не будет значить, абсолютно. Вот, никак, понимаешь? Они как играли без NFT,
Вот ввели NFT, им будет абсолютно все равно. А те люди, которые придут туда заработать ради NFT, они столкнутся с трудностями, потому что игра достаточно многогранная, ей нужно уделять много времени, и особого заработка вот на NFT я прям там, ну, не буду видеть. И сейчас не вижу. И не думаю, что он когда-то будет там. Это просто вариант внедрения NFT как какого-то новшества, как вариант коллекционирования, как вариант взаимодействия с блокчейном. Вот просто для того, чтобы разнообразить игру и, скажем так, идти в ногу со временем. Но не как для того, чтобы там сидеть и зарабатывать деньги. Это немножко не про то. Я так считаю. Что будет с токеном GST? Слушай, по поводу степына, ну вот мне вообще сложно давать какие-то прогнозы. Я точно просто мог сказать, когда я говорил, то, что это же GST, я так понимаю, это же степын, правильно? Я ничего не путаю. Потому что у меня сейчас кони люди смешались, ребят. Да, говорит Сатоши токен, степын. Собственно, не знаю, ребят, я не знаю. Обидно за тех ребят, кто вот там не послушали моего совета или сами не проанализировали ситуацию и зашли вот, я не знаю, где-то на хаях, вот где-то вот здесь вот там зашли, или вот здесь вот даже зашли. Или думали, что будет отскок и коррекция вот здесь вот, чтобы там дальше как-то пойдем. Ну вот, или вот здесь вот опять же, да, потому что здесь накопление было какое-то. Очень печально, пролились ниже того, как... Ну это не листинг, наверное, да? GST это на хобби. Он, наверное, на Binance сначала вышел или еще где-то. На Coinbase нет. Ну, короче, он, наверное, у него история, наверное, чуть подлиннее все-таки будет. FTX? Нет. Ну, не суть. Сложно сказать. Я не думаю... Знаешь, это нужно обратиться к... Во-первых, посмотреть капитализацию. Что у нас? 54 миллиона. Ну, не так уж и много, да? В обращении 68 миллионов, общее предложение 78 миллионов. Это нужно обратиться к ребятам, кто может провести качественный технический анализ. И вот у них уже узнать, насколько тут есть какие-то перспективы, потому что сейчас рассматривать этот токен с точки зрения роста из-за каких-то обновлений в игре я бы не стал. Тут уже чисто с технической точки зрения нужно смотреть на него, потому что сейчас этот инструмент будет больше интересен трейдерам, нежели каким-то людям, которые интересуются самим проектом или сферой NFT, потому что, ну, кто будет сюда заходить вот по такой цене, да, видя вот такой вот пролив. Ну, кто осмелится? Вот я бы не осмелился вносить сюда свои деньги. Но если бы я бы хорошо там разбирался в техническом анализе, мне бы этот инструмент, возможно, был бы интересен, если бы видел какие-то точки входа для каких-то спекуляций. Вот так вот я могу ответить. Какой вес от груди жмешь сейчас, ребята? Я сейчас на сушке жесткой. Вообще я сейчас... Я даже жим, штанги не делаю. Я только в хаммере жим делаю. Поэтому я даже сейчас не знаю, сколько я пожму. Сейчас я очень много... Я уже где-то месяца 2, наверное, сушусь. Я 15... Ну не 15, килограммов 12 я скинул лишних. Привет, подскажи, какие NFT игры есть на русском языке? Заранее спасибо за ответ. На русском языке, слушай, какой вопрос. Splinter Lands, если не ошибаюсь, он на русском там есть. Можно перевести. Именно версию компьютерную. Да, вот, русский язык здесь есть. Версию на Claim, что мне здесь предлагают? Версию на телефоне нету русского языка. Что еще с русским языком может быть? Era 7, по-моему, на русском языке у нас тоже есть. Вот по поводу R7 я не подскажу. По-моему, то ли в компьютерной версии, то есть в браузерной, либо на телефоне. По-моему, там есть русский язык. Но могу ошибаться. Могу ошибаться. Ну, слушай, с русским языком, блин, такой вопрос задал. Прям тяжело мне ответить. Будет. Именно чтобы игры, я так понимаю, потому что, ну, в фармилках русский язык там или английский, или китайский не имеет значения, а вот чтобы игры, в которые играть... Мир 4. Мир 4 на русском языке. Посмотри. Что у нас еще? Ребят, подскажите человечку, что там... Вот, Проспекторс пишет, Ваня, Панда NFT тоже пишет, что на русском языке.
Вот, ну я так даже не скажу больше, что еще. Давайте посмотрим, кстати, посмотрите вообще, сколько у меня этих монеток. У меня здесь 124 токена SPC накопилось. Тут у меня еще 35 чего-то тут, господи, я так давно сюда не заходил. Блин, не хватает времени, реально не хватает сейчас времени обслуживать все проекты. Вот, представляете, ребят, год назад я начал заниматься этой сферой, ну, уже больше чуть, чем год назад, и тогда было 2-3 игры, и хотелось свежей крови, хотелось чего-то нового, хотелось, вот мы все очень ждали, когда появится какая-то новая игра, там, если что-то, хоть какая-то новость появлялась, мы ее там так обсуждали, просто ее вот, там, каждую букву изучали, анализировали, когда не было этих проектов. А сейчас этих проектов столько, что ты просто не успеваешь даже все обслуживать. Я молчу про то, что еще анализировать все нужно. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк. Я посмотрю, сколько вас сейчас. И, наверное, будем потихонечку закругляться. 180 человек. Вы меня порадовали прям сегодня. Я думал, что сегодня будет меньше сотни, потому что стрим вышел в такое время не в очень удачное, и тематика стрима быстро поменялась у нас из-за технических проблем с проектом Picaster. Значит, для ребят, которые подключились, новенькие ребята, вот кто там в конце стрима, завтра, наверное, я думаю, завтра все-таки сделаем, потому что хочу рассказать вам все-таки. Будет стрим вечерком, в котором я зайду в проект Picaster, и мы будем с вами на стриме вместе сидеть, разбираться, играть, смотреть, сколько мы можем зарабатывать, пытаться раскрыть какие-то механики, думать, какие NFT лучше покупать, с какими NFT заходить, подумаем, какую стратегию можно выбрать, попробуем предсказать какую-то долговечность и какие-то перспективы этой игры. В общем, завтра будет тематический стрим по проекту Picaster. Всю информацию буду давать завтра на нем. То есть стрим с чего начнется? Скажу, ребят, всем привет, читаем белую бумагу. Садимся, мы вместе читаем белую бумагу, смотрим, что там есть. Что мы дальше делаем? Мы заходим в Marketplace, смотрим цены NFT, зафиксируем цены, которые есть там на вот этих вот пикастеров, посмотрим динамику их, будут они расти в будущем или они будут падать, какие NFT растут, какие падают. Смотрим вот это вот все. Дальше мы заходим, покупаем пикастеров, если нам не будет хватать, да? Я покупаю пикастеров, если там временных или каких-то там, которые там дают, мне не хватит. Покупаем и заходим, начинаем играть, смотреть, сколько мы получаем токена, там режимы будем, в общем, будем завтра тематически разбиваться чисто по пикастеру. Я думаю, будет интересно. Все заварим чайку и будем сидеть, общаться, играть. Может быть, вы тоже зайдете, может быть, мы посоревнуемся. Вот когда, помните, когда я Splinterlands стримил, вы мне кидали дуэли, мы там, я и с подписчиками и на деньги играл, там, и там, ну, говорил, там, кто выиграет, скину $10. Вот, там кто-то побеждал, кто-то проигрывал. В общем, как-то повзаимодействуем и будем в этом всем разбираться. Вот, а на этом, наверное, сегодня будем закругляться. Сегодня вот такой вот стрим, к сожалению, не получилось. Вот. Собственно, надеюсь, у вас все хорошо. Рынок сейчас показал небольшой отскок, но я думаю, что в ближайшее время все-таки мы пойдем еще ниже. Имейте это в виду, держите свои финансы при себе. Надеюсь, из вас много денег никто не потерял. И посмотрите еще, ребят, пожалуйста, книжечки, да, кто не подписан на мой телеграм-канал, розыгрыш книг, я напомню, что зайдите, там я записал видео в кружочке, там два очень простых условия: написать комментарий под видео и подписаться на телеграм-канал человека, который эти книжки прислал. Это небольшие книжечки с паттернами по техническому анализу, там паттерны, там, допустим, голова и плечи, двойное дно, тройное дно, в книжечках прям все это написано, описание есть, как найти этот паттерн, и также паттерны по свечному анализу. Эти все книжки мне прислали с Питера для того, чтобы я их отдал вам. И мне нужно люди на розыгрыш. Поучаствуйте в этом розыгрыше, я абсолютно бесплатно вам отправлю, все оплачу, вам по почте придет эта книжечка, будет у вас лежать, возможно, пригодится, если вы интересуетесь торговлей на фондовом рынке или на крипторынке, или там фьючерсы, не знаю, что вы там любите. Будет вам полезно, лишним точно не будет, это абсолютно бесплатно, поэтому поучаствуйте, там 2 кнопки нажать и все. Вот, на этом буду закругляться, завтра, я думаю, с вами услышимся. Всем пока, всем удачи, всем хорошей продуктивной недели. Все, всех обнял.